and welcome to World Cup 2022! Oh, hey, 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 oh, hey. Всем привет из Катара. Пока коллеги, которые добрались сюда заранее, они, как я, в день первого матча жалуются на то, что атмосферы никакой нет, я могу сказать обратное. В самолете было просто вау. Самолет был просто наполнен болельщиками сборной Аргентины, Мексики, еще каких-то сборных. В общем, было круто. А еще этот чемпионат мира, по крайней мере, пока выглядит самым удобным с точки зрения комфорта. Время от посадки самолета до выхода на улицу составило, наверное, минут 20, не больше, вместе с ожиданием багажа. Вы наверняка уже знаете, что в Катаре есть Fan ID, не имея которой заехать в страну невозможно. Это, с одной стороны, неудобно, но с другой стороны, если у тебя этот Fan ID или Хая-карта есть, перед тобой открываются все двери. Например, купить местную симку я смог еще в Петербурге, оплатил $40 за 50 гигабайт. И сейчас по прилету активировал eSIM. Не надо стоять в очереди за физическими симками, которые здесь, кстати, тоже раздают по прилету. Сейчас пойду искать такси и посмотрим, где я буду жить в ближайшие 30 дней. В плане такси здесь тоже все очень удобно. Uber я ждал примерно 2-3 минуты. По цене 30 минут поездки, живу я не в самом центре Дохи. Вышло $16. Это, по-моему, даже меньше 1000 рублей. Мне кажется, на чемпионате мира в России было немножечко дороже. Пока мне все нравится, хотя я здесь всего полчаса. Сезам, откройся. Давайте смотреть, в каких условиях у нас живут журналисты. Living room хорошая. Ой, даже кухня есть. А что в холодильнике? О! Они сделали все, чтобы я чувствовал себя как дома в Петербурге. Холодильник пустой. Идем дальше. Кровать. Санузел. Ну что, в целом жить можно. Да начнется чемпионат мира. А пока спать. Утром за аккредитацией и на какой-то митинг. А потом матч открытия. Всем привет от человека, который поспал сегодня 2 часа. И это даже больше, чем я рассчитывал. Я сейчас в медиацентре. Это место, где будут работать все журналисты, аккредитованные на чемпионат мира. Вообще здесь все гораздо глобальнее, чем 4 года назад в России. Ни в коем случае не принижаю наш чемпионат, но масштабы Катара поражают. Видно, что прям дорого-богато. Это машина, которая творит магию. Если приложить к ней аккредитацию, то прямо здесь можно распечатать билеты. Ну, свои я уже распечатал, поэтому сейчас я вам не покажу, но потом покажу. Сами билеты, кстати, вот такие маленькие, удобные, компактные. Это и билеты, и проходки в микс-зоны. Но вот пока, к сожалению, на сегодняшний матч Ирана против Англии я микс-зону не получил. И это пока расстраивает, потому что я очень хочу увидеть Сердарчика. Но, как мне объяснили, они примут решение в последний момент, потому что очень много британских журналистов и очень много желающих посетить микс-зону и увидеть Сердарчика. Верим. Это фан-шоп в медиацентре. Я не знаю, может быть, есть побольше, но это какой-то довольно-таки скудненький. К оплате принимают только карты Visa. Ну, какие-то сувенирчики, в принципе, можно купить. Кажется, я нашел первый минус. Это кофе. Вот такой вот маленький стаканчик. То есть 250 или 300 миллилитров. Стоит 250 рублей. Спасибо Макдональдсу, который выступает главным поставщиком и, кажется, единственным поставщиком кофе в медиацентре. Старбакса нет. Но и обзор еды, куда же без нее, в катарском медиацентре. Что-то вроде шведского стола. Стоит это примерно 800 рублей.
и можно брать все, что хочешь. О, пюрешечка. Hi, one mashed potato. Mashed potato. Yeah. Okay. All. I will take all. You take all? Yeah. Alright, no problem. Конечно, 800 рублей, наверное, для такого дороговато, но фишка в том, что за едой здесь можно приходить неограниченное количество раз. Поэтому я постараюсь сделать все, чтобы и не быть голодным, и не было жалко потраченных денег. А теперь, подкрепившись, можно и на матч открытия. Журналистов развозят на арены вот на таких вот автобусах. До сегодняшнего стадиона ехать 38 минут. Самый дальний стадион находится, кажется, в 70 минутах от медиацентра, который для представителей медиа является своеобразным транспортным хабом. Оттуда ходят автобусы всюду. Цена 0 рублей 0 копеек. И это мне нравится. Друзья, минутка важной информации. Здесь в Катаре я делаю контент не только для своих соцсетей, но и для соцсетей компании Alimbet. Все самое интересное, сочное и главное прямо с первого ряда только у них в соцсетях. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. Получайте от этого чемпионата мира максимум. Матч открытия, но на стадионе почему-то пока очень пустынно. Есть, конечно, версия, что нас загнали во вход для прессы, который находится немножко с другой стороны от того места, где входят болельщики. Ну, плюс выступает BTS, по идее, как минимум, очень много 12-летних людей должно быть на стадионе. На самом деле, ночью в самолете было гораздо веселее, чем сегодня на матче открытия. Нет, я прекрасно понимаю, что Катар и Эквадор — это не самые топовые команды с не самыми топовыми болельщиками, но здесь настолько тухло, что, например, у флагов играющих стран фотографируются стюарды, а не болельщики. Что, завершился первый мой день в Катаре. В плане организации здесь пока полный порядок, все очень профессионально и качественно. В плане антуража, ну, наверное, нужно делать скидку на играющие сегодня команды. Все-таки ни Катар, ни Эквадор — это не гранды европейского футбола, и армии болельщиков у них не самые многочисленные. Посмотрим, что будет, когда в бой вступят топы. А пока отдыхать. Найден еще один минус этого чемпионата мира. Дело в том, что от стадиона до такси добираться более получаса, потому что абсолютно все дороги перекрыты, и нужно идти во вход стадиона. Для болельщиков этот путь будет немножечко меньше, чем для журналистов, но это уже наша проблема. Но тем не менее, люди, которые приходят на этот стадион в первый раз, вряд ли знают, что ожидать. Надеюсь, что на остальных стадионах будет все иначе. А теперь точно пока.